Всем привет, дорогие друзья и подписчики. И сегодня вы на канале Понятная кухня Любомиров. И с вами сегодня старший Любомир и младший. Спасибо за представление. Не за что. Всем привет, ребятки. Сегодняшняя тема урока настойка из пчелиного подмора. Что нам для этого понадобится? Да, расскажи, что нам надо. Во-первых, это пчелиный подмор. Да. Что такое пчелиный подмор? Пчелиный подмор – это с естественной смертью умершие пчелки. да. Да, они даже после смерти нам помогают жить. Да. Помогают выздоравливать, лечат от разных всяких болезней, там, гипертонии, там, сосуды лечат хорошо, этот настой, там, почечники, по печени, там по мужским ситуациям тоже простатиты, она хорошо там, по женским, но это очень, очень серьезная настойка, ребятки, так что если есть у кого какие-то, то вообще она даже в профилактических целях, вот уже будучи там лет за 40, я рекомендовал бы, там, даже за 30, наверное, уже потихоньку можно применять в целях профилактики, хуже не будет, будет только лучше. Будете бодрее себя чувствовать, здоровее, это уже точно реально проверено. То есть было время, скачки давления были, ну, потом позанимался вот этим вот движением пчелиным подмором, и реально оно вытягивает. Там еще есть семена льна, можно тоже настаивать, тоже так, и это будет совсем другой урок. Но вот это рекомендую, действительно помогает. Итак, Что нам для этого понадобится? Да. Пчелы. А пчелки, кстати, ребятки, пчелы, вот это подмор, ну, и у пасечников спросите, они их собирают, их можно купить на любом рынке, вообще в любых пасечниках их люди собирают. Это вот весенние хорошие, как раз вот сейчас весна, да, конец апреля, вот они-то сейчас вылазят, там, ну, летают и свеженькие, да. Зимой они там вроде как бы их нельзя трогать, они там... Мед делают. Не, они, ну, то есть они с внутренностями там не опорожненные. А вот весной они вылетели уже и все нормально, в туалет сходили. И можно их уже употреблять. Кстати, ребята, их можно еще употреблять даже там, ну, в каше подсыпать. Как его приготовить? Надо его взять и измельчить их, пчелок так измельчить. что, мы не рассказали, что нам для этого понадобится. Нам понадобится пчелы. 30 грамм. 30 грамм, да. 30 грамм пчелиного подмора и водка чистая. 40 градусов, да. Да. Кофемолку. И, ну, можно их и без кофемолки, без разницы как, измельчить, там, чем мельче, тем лучше, чтобы потом залить это все и вытянуть с нее. Засыпаем его сюда, закрываем крышечку. Подожди, сейчас вот смотрите, они вот сейчас, вот какие они есть. Ну, пчелки такие уже, чуть-чуть ты их помыл, видать, да? Да, я отомстил. За что? Пчелкам нельзя мстить, они спасают мир. Ты знаешь, если исчезнет пчела на земле, исчезнет все живое. Че, серьезно? Да. Это очень вполне серьезно. Ты измельчай давай. Давай. Ай, бедные пчелки. Так. Давай, посмотрим, что там от них. Да, получилась вот такая пыль. Ничего не осталось. Ребята, получилась вот такая вот, ну, грубо говоря, пыль, как сахарная пудра измельченная. Теперь надо аккуратненько. Да, теперь я знаю, из чего делают какао. Теперь надо аккуратненько их пересыпать в баночку. Из пчел, оказывается. Да, вот такая получается ситуация, видите. Их вот эту муку из пчел, из мертвых, можно просто так взять в кашку сыпать там, или еще, только надо пчел, ну, измельчать, если сыпать, потому что жало может
в небо застрять, понял? Я пробовал. Жало это самая Да. страшная часть. Пробовал раз, не измельчил, в кашу засыпал, ну, не измельченных пчел. И чё? И, короче, в десну жало загнал. Понял? Операция была? Да не, сам прооперировал себя. Откроешь? Попробуй. Открою. Открыл. Да. И Ну, не где-то стоит- на 30 грамм 150. Скажу сразу, не употребляйте просто водку. Потому что... Ее лучше употреблять с пчелами. Да, да. Спорт это сила, а водка могила. 100%, сынок. Давай, лей. Ну, тут сколько? Ты вылил. Ну, хорош. Да. На 30 грамм 150. Теперь берем, закрываем крышечкой. Вот переболтали, сболтнули. Болтну. Да, подрез. И все, прячем ее в темное место на 2 недели. Через 2 недели, да, там, а как употреблять? Да, как, можно с утра там 10 капелек, ну, чайную ложечку, пол чайной ложечки, чтобы, ребята, принимать его, ну, там 10-20 капель, можно с утра натощак выпить, там, минут за 20 до еды. Ну, желательно, да, потому что можно и на ночь там тоже чайную ложечку. Ну, вы сами почувствуете, сколько вам будет. То есть, оно достаточно такое чувствительное для организма. Это настойка. То есть, если у вас какие-то будут проблемы, вы уменьшите дозу. Ну, прямо если я там чуть больше капал, там, не помню, там 20 капель, прямо чувствовалось, что что-то не то. То есть убавите до 15, ну, 2 раза в день достаточно. Особого такого нету, там, назначения докторов. Это, ну, как бы не научно, наверное, это более народная медицина. Но реально рабочая. Реально рабочая тема, это проверено стопудово. Так что можете вообще без всяких переживаний попробуйте. Не понравится, вы можете ее просто выбросить и все. Но она реально работает. Она где-то через пару-тройку недель, там 2 недели, вы уже почувствуете изменения в своем организме. Да. То есть как это будет происходить, все. Вы видите, вот эти, особенно на погоду скачки, да, там уже люди все начинают, там на погоду голова болит, все это пройдет, все это реально проходит. У вас больше будет белков в организме, а значит крепкие кости. Ну да, белки откуда возьмутся, мясо пчел поели, да? Да, пчел поели Всё и добро. нормально. Да. А это можно детям Вечером. пить? Нет, деткам не надо, потому что тут спиртик, а для взрослых вот после 30 лет уже, ну, как бы рекомендуется, хуже не будет. Все, ребятки, всем спасибо за внимание. Да. Подписывайтесь. И что еще? Всем будьте здоровы. Желаю здоровья. Живите счастливо. Любите друг друга, уважайте, цените. Будьте здоровы. До скорых встреч.